Привет, девочки! В этом видео я вам покажу, как на таро, ну, особенно на таких каких-нибудь черных, серых таро, на некро-таро. Вот у меня есть мои серые таро, некро. Как карты вообще могут показать вам какой-то негатив. Вот реально показано. Я сейчас вам покажу на собственном примере. Я вам покажу такую вот схему. Это я нарисовала участки моих родителей, участок, и участок очень и очень и очень неприятного соседа, который, к сожалению, а может быть, еще к большему сожалению, скончался не так давно. Мне пришлось тоже с ним поработать. Этот сосед настолько достал моих родителей. Я вам, если вкратце, я скажу, что он, например, когда мы собирались с семьей на шашлыки, находились где-то на газоне, он выглядывал из-за своего дома, смотрел в окно, чем мы занимаемся. Он шпионил за моими родителями. Мы находили пробки от бутылок на своем участке, он кидал их через огород. Он настолько ненавидел, он ненавидел дом моих родителей. Хотя мои родители, они очень коммуникабельные, добрые, порядочные люди. Что не скажешь о нем. Он такой вороватый, с других домов таскал строительные материалы, не раз был замечен. Его даже били по лицу и не только за его поведение. Вот у моих родителей есть 2 немецких овчарки, он просто встревал везде, писал заявление в милицию, что он боится наших овчарок, а он боялся их только потому, что он хотел обокрасть, как и другие участки, садовые участки и дома других людей, которые он успешно обворовывал, а вот дом моих родителей, вот он как-то не мог, да. То ему надо воду с колодца воровать. Ну, в общем, очень много негатива с ним связано. Ну, очень много. И просто, когда мои родители уезжали, мне приходилось тоже ухаживать за домом. И я наблюдала всю эту картину даже по отношению ко мне. Он меня так допек, вот вам просто не передать. Я просто начала на него охотиться. Охотиться как ведьма. У меня включился такой азарт, и я решила во что бы то ни стало с ним разобраться. Вот я с ним разобралась. Правда, не буду говорить как, не буду говорить, чтобы вы не повторяли этого, потому что в каждой ситуации все равно будет разный результат. И также важно, а нужно ли наказывать действительно того человека. Если вас кто-то сильно допек, то, в принципе, можете воспользоваться даже и черной магией. Допек так, что просто вы уже просто от злости не знаете даже, куда себя деть. Руки чешутся что-нибудь сделать. Так вот, у меня в свое время, точнее, полгода назад тоже очень чесались руки. Я все думала, ай, обойдется, ну зачем его трогать? Просто человек такой, но... В последнее время он меня так допек, что я сделала 2 вещи. Вот, кстати, я покажу. Вот это забор между нашими территориями. Тут у него куры, и тут я поместила 1 подклад. И возле жилого дома со своей стороны я тоже сделала 1 подклад. Со всей силой своей злобы, обиды, да, на этого человека, за все его. Я сделала такой нормальный такой, просто не буду говорить это в ютубе, такой ритуалище. Просто со всей душой подошла к делу. Так вот, а сейчас мы с вами в режиме онлайн, да, я не готовилась специально. Я просто хочу посмотреть и вам показать, как показывают карты Таро негатив, который находится у вас на территории, у вас дома. У меня есть уже видео «Ищем негатив, подклад дома», несколько штук. А сейчас мы перейдем на участки. Там было про квартиры, а сейчас мы перейдем на участки и перейдем на карты Таро. Хотя я раньше показывала на игральных. На Таро тоже можно, но не со всеми Таро это пройдет. Лучше брать самые такие черные, как говорится, Таро. Вот у меня Таро Некро, Некро 13, считывает духов просто замечательно, и их работу тоже.
А теперь мы сейчас посмотрим, есть ли какой негатив на участке моих родителей, есть ли негатив на участке моего покойного соседа, и что осталось, что работает, и мне надо этот ритуал доделать до конца, убрать уже работу свою, чтобы очистить территорию, и все стало на свои, как говорится, места. Вот, я перетасовываю перед вами, раскладываю, точнее, крестом, и потом собираю в любом порядке свое некротаро. И смотрим. Начинаем с жилого дома моих родителей. В этом доме есть какой-нибудь негатив? Так, выпало у меня паж. Сейчас посмотрим. Башня и королева. Вот такие вот карты выпали у меня на доме. Они немного говорят, я бы сказала, что будущее. Падающая башня в этом значении обозначает реально дом, точку какую-то, вот она. Это дом, в котором является лидером Queen of Swords. Вот вы видите такое, что это человек, который не сколько обладает именно магией, потому что магия обычно идет с головы, а сколько умеет правильно расставлять точки над «и» в любой ситуации, который владеет словом, который владеет мыслью. Ну, я могу понять, кто это. Это моя мама. Моя мама телец такой конкретный, очень правильный, честный человек. Вот. И у нее в руках есть это оружие, которое ей помогает. И карта вот такая вот выпала, которая в некротаро для меня обозначает силу живых духов, я бы сказала, в которой обитают живые люди. В этом доме, это, скорее всего, даже моего отца могло бы показать, кстати. Он, кстати, по знаку зодиака Рак мягко очень показан. Ну, он показывает живого человека в доме. Но я это и так знаю, они сейчас находятся в доме. Ну, дом мы пока трогать не будем. Я как-нибудь сделаю для себя и, может, сниму для вас практическое видео, как я выезжаю, например, в какие-то дома и там что-то смотрю. Сейчас мы разложим на сарай, где живут собачки в вольере. Ну, это понятно, косточки, там косточки, не трогаем. Мне самое главное, чтобы вы увидели, что покажет Таро, вот оно. На подклад номер 1 это нож, и подклад номер 2 это черный подклад с иголками. На избавление от врага. Смотрим там, где на избавление от врага, на иголки. Смотрите, какой. И давайте, подождите, добью. И нож. Что он обозначает? А это что обозначает? Ну вот, теперь смотрите. Карты мы отложили. Я их специально не доставала. Колоду тусовала при вас, чтобы вы не подумали, что тут что-то такое из-за разряда фокусов. Нет, это не разряд двух фокусов, это Таро. Некротаро. Там, где был подклад с иголками, черный подклад на избавление от врага, мне выпало 2 карты. 20-й аркан суда и аркан дурака. Ну, во-первых, там действительно лежит дурак, его изображение с иголочками и суд. То есть мое желание, которое я загадала, оно там и лежит. Против суд над дураком. Даже Таро, даже словами, которые написаны на картах, говорят. 2 старшими арканами. Это сила, высшая сила. Они показывают, что был суд над дураком. Это в курятнике. И смотрим возле дома, там, где лежал нож. Что выпало? Да, выпал старший аркан и карта из старшего двора. Старший аркан 19 выпал, солнце. И выпал король кубков. Знаете, от чего умер мой сосед? От рака. Он сгорел. Сгорел от рака. И посмотрите.
Король кубков показывает, от чего он умер. И, кстати, вот когда мне эта карта выпадает, когда я другим каким-то людям раскладываю, это 99% в доме находится больной раком человек. Ну вот, я даже не знаю, как вам объяснить. Просто такое немного сумбурное видео, но все же. Король кубков это младший, это старший двор, как говорится, которое что-то среднее между старшими арканами и самыми младшими. Так вот, рак. И карта Солнца, 19-й аркан. Аркан сам по себе такой очень магический. Вот даже посмотрите. Смычок и скрипка, и между ними женщина, которая творит. Все карты в этом некротаро, и у женщин, у которых идет огонь и дым из головы, энергия с головы, это все время ведьмы, разные типы ведьм, даже можно определить, какая это, да, в чем она одета. Смычок, там был нож, скрипка, и получилась кое-какая определенная музыка, в кавычках, да. То есть вот даже так вот, там, где нету ничего, Таро и показывают, что нету ничего. А там, где были подклады и определенные магические ритуалы, оно и показывает. Обычно всю магию на Таро, на некротаро, к примеру, да, есть еще магическое Таро, Таро черных котов. Ну, в общем, очень много таких вот видов черных Таро, на которых очень хорошо просматриваются негативные моменты, на которых видны духи, на которых видны работы ведьм, на которых видны ведьмы, маги, колдуны. Смерть очень хорошо видна. Просто эти карты у меня такой очень хороший рабочий инструмент именно для этого. И давайте посмотрим, что же осталось в жилом доме. Я сейчас это делаю видео и для вас, чтобы показать, и для себя. Для того посмотреть, как сработала моя работа. И вот, я вот думаю, когда нож надо доставать, да, потому что работа должна быть закончена до конца. Нож повернут в сторону моего врага, втыкнут в землю. Все сработало. Я, кстати, думала, что это будет работать где-то до мая, потому что в мае я его уже не видела. Ну, не видел в мае, уже не видела в живых, среди живых. Я уже видела в мертвых. Я это маме своей сказала. Она мне не верила, а вот сейчас она просто гонит от меня, от себя даже эти мысли, что тут что-то такое. Так вот, я сказала, что я этот нож заберу, когда он перестанет работать, потому что нефиг. В течение 40 дней душа находится еще в этом мире, грубо говоря. И если вынуть нож раньше, пока это свершилось, да, свершилось правосудие. Я не говорю, что я делала плохо человеку, я просто его судила. Но не я, опять-таки, не мое тело его судило. Судили его высшие силы, к которым я обратилась за помощью, чтобы убрать врага. Вот так они разрешили мою просьбу. Причем, если честно, да, я не святая. И не то, что не святая, я вообще черная ведьма. И если я желаю кому-то смерти, я 2 раза в своей жизни желала смерти. Больше никому. Это одному человеку, который тоже уже умер, и вот этому человеку только в мыслях желала. Потому что жить с ним рядом просто невозможно. Такого пакостного, противнейшего человека, который вымогает деньги, который бросает на ваш участок мусор. Ну вы, я думаю, не дай боже столкнуться вот с такими соседями, которые просто лезут в вашу жизнь, да, следят за вашим каждым шагом, да. Мои родители очень часто жаловались на него. Я терпела долго, я жалела даже долго. Его сын покончил жизнь самоубийством. Жалела человека, но всему приходит конец. После некоторых моментов, которые произошли зимой, я уже не могла терпеть. Я уже решила, что все, стоп, хватит, и с тобой надо поработать. Надо вернуть весь тот бумеранг, вот как вы правильно говорите, бумеранг вернуть.
такому человеку. Все, что он желает мне, моим родителям, я вернула ему. А теперь посмотрим этот жилой дом. Он должен быть, в принципе, пуст, потому что уже прошло более 40 дней. Да, он пуст, этот дом. Ничего тут нету, только немножко печали, время. Никого в этом доме нету. И, кстати, с тех пор, как он умер, его жена переехала опять жить в квартиру и тоже покинула этот дом. Вот и все. Я рада. На 100% выполнена задача. Все зло вернулось тому человеку, который его желал. И повторюсь еще раз. В основном, не то что в основном, а в 100% случаях, все черные колдуны, ведьмы, маги, они могут вернуть просто негатив. Они не могут его взять из ниоткуда. Когда вы идете к черным мастерам, они просто слушают вас, аккумулируют вот эту энергию того человека, который посылает на вас негатив, переворачивают его и посылают назад. Вот представляете, что желал сосед моим родителям? Он желал им смерти. В результате что я сделала? С помощью одного ритуала просто развернула нож в его сторону. Просто сделала такой вот определенный бумеранг. Развернула, на ножах я очень хорошо работаю. И воткнула. Вернулось ему все. Удар пришелся. Человек сгорел от рака буквально меньше, чем за полгода. С того момента, как это все произошло. Можете верить, можете не верить. И не шутите, пожалуйста, с черными ритуалами. Если у вас должно все равно преобладать что-то положительное, да. Я, например, этого человека знаю очень-очень давно. Он реально просто настолько выпивал кровь, да, и у меня, и у моих родителей, что он просто достал. Вот достал настолько, что просто невозможно. Да его это тоже все достало. Достало смотреть на чужой дом чей-то, который лучше, чем твой. Достало смотреть на чужой участок. Он все это подсматривал, он не мог жить, да. Он дом поставил под охрану, чтобы у него никто ничего не воровал. Но в то же время этот человек на протяжении своей жизни таскал все, что плохо лежит у других людей. Даже воду с нашего колодца воровал, даже тропинку аж протоптал от своего забора, который он перелезал. Ну просто не буду жаловаться сейчас на него, я просто вам показала, как Таро определяет. Таро Некро определяет работу черными арканами. И, кстати, завтра я выложу вот такие видео, которые будут касаться именно самых негативных моментов, которые могут присутствовать в жизни любого человека, да. Я пока гадание на мужиков наших отложу на потом, потому что сегодня хороший день именно для изгнания этого всего плохого. И сейчас я сделаю 2 видео. Одно, почему он пьет и почему он бьет. Это для тех женщин, для тех девочек, которые не могут справиться со своим мужиком, который либо пьет, употребляет наркотики, либо бьет. Вот это вот 2 самых страшных, на мой взгляд, греха, от которых нужно избавляться. В общем, на Некро я вам это тоже покажу. Вот это вот была онлайн такая раскладка на территорию. Так что, если вы хотите сами определять, где у вас есть какие-то негативы, берете, рисуете вот такую вот схему. Можно квартиры, можно схему участка, дома, и все так смотреть, используя Таро черного типа. Либо вы можете брать, например, вот такие обычные. Ну, у меня не обычные черные, но есть и обычные. Можете использовать простые игральные карты. И у меня есть видео, где я пытаюсь поподробнее вам рассказать, как считывать негатив. В основном это на пиках, на пиковом короле, на пиковой даме, на пиковом
тузе, то есть где у вас в квартире, в доме выпадают пики и тузы, разворачиваетесь, идете туда и смотрите там. Иногда можно выкладывать еще дополнительные карты или заново мешать колоду и выкидывать уточняющие карты, где именно какой негатив находится. Пики очень сильные карты, которые пикают и показывают, тычут вам на негатив, от которого нужно избавляться. Вот такой я записала небольшое видео про то, как я сейчас посмотрела дом своих родителей. Завтра, после 19 января, после крещения, можно идти и доставать остатки от своей работы, чистить территорию, чтобы все стало ровно и тихо. Я надеюсь, что сейчас мои родители не будут больше нервничать, волноваться из-за каких-то ублюдков. Ну все, спасибо за внимание, пока.